Здрасте всем. Эта история произошла год назад, 31 декабря, за несколько часов до Нового года. Если бы мне кто-нибудь когда-нибудь рассказал, как она закончится, я бы ни за что бы не поверил. Про собаку по имени Панда. Мы уже делали видео о том, как я нашел собаку, но не было окончания этой истории. Сейчас прошел год, и я хочу сделать такое завершающее видео, рассказать, что же произошло с пандой сейчас, потому что очень многие мне писали, спрашивали: Олег, что с пандой, как ее здоровье, нашли ли ей новый дом. Сразу хочу сказать, что с пандой все хорошо. Вообще, если я вспоминаю то, что происходило год назад, в этот день, да и потом, это все произошло случайно. Это история собралась с множества случайностей. Я не должен был находиться в этом месте. И вообще, я случайно увидел эту собаку на обочине. Как все это происходило дальше. Но сразу хочу предупредить, что история закончилась хорошо, поэтому давайте посмотрим, как это было. Собака Панда год назад. Смотрим. Я не вижу, его, наверное, сбила машина, я не вижу, что там у него с ногами задними. Ну, то, что он лежит под дождем и никуда не убегает, это совсем плохо. Я его пытался покормить, там у меня был там собачий корм чуть-чуть. И вернулся назад домой, я не могу его поднять, он большой, не могу посмотреть на него. Я вернулся домой, взял покрывало, взял еще там, купил сосисок, и сейчас еду обратно. Попробую поднять его как-нибудь и потом отвезти к врачу. Не знаю, смогу, не смогу, смогу. Его приманить чуть-чуть, хотя бы, может, приподнять. Смотри, сейчас. Что-то с лапой там. На лапе есть какая-то рана. Без понятия, как его поднять сюда теперь. Без понятия. Здорово. Сейчас меня хватанет, но он не покажется. Так, ладно. Пробуем еще разок. Сиди, я возьму тебя. Все. Тихо. Лежи. Есть.
тихо. Все, лежи. Лежи. Лежи здесь. Все, тихо. Ложись. Посмотрим сейчас, что доктор скажет. Тяжело было его, конечно, грузить, но он не особо сопротивлялся. Там пытался меня пару раз укусить. А не знаешь, он вроде как бы добрый, а так страшно, мало ли, вдруг он хватанет сильно. Непонятно. Ну, в общем, я скоро уже подъезжаю. Мне получилось поднять собаку, просунуть под нее одеяло. Я видел, что у него была проблема с передней лапой, было видно, и у него была проблема с задними ногами, потому что как он лежал, ну я не знал, что у него сломано еще, поэтому мне надо было просунуть одеяло под него и аккуратненько поднять. Каждый раз его двигая, ему было больно, он подскуливал. В какой-то момент он успокоился, понял, что я все-таки хочу ему помочь. И да, мне многие писали, говорили, надо было сделать так, надо было сделать вот так. Да, я смотрю на это видео, может быть, можно было как-нибудь поднять его по-другому, но в тот момент я считал, что так было правильно, и у меня по-другому не особо у меня был выбор. Но неважно, во всяком случае, я довез его до доктора, и это самое главное. После того, как я привез его к доктору, и это как бы такая небольшая больница для животных, на носилки, погрузили его в носилки, занесли его в клинику и стали делать ему проверки. Сфотографировали ему лапу, увидели, что у него поломана передняя и задняя лапа, противоположные лапы, он никак не мог идти вообще. Я даже не представляю, как он мог доползти до этого места, там, где он находился, но потому что он был не на дороге, он был на обочине дороги. Я не думаю, что его кто-то отнес, я думаю, что он полз туда сам. И сколько времени он там лежал, я не знаю. Ну, я думаю, что дня 3 он точно там лежал. И все. И как бы когда после того, как ему сделали и увидели, что у него сломаны лапы, и что ему нужно делать операцию, и стали его как бы оформлять. И я стою с телефоном и пытаюсь разрулить всю эту ситуацию, что делать дальше, как быть. Подходит ко мне девчонка-врач и говорит, мы проверили, у него нет чипа, он ничей. Давай его оформлять, надо придумать ему имя. А я, как сейчас помню, я стою в телефоне и как бы стою и пытаюсь как-то решить всю эту ситуацию. И я такой, какое имя, как ему дать? И я им говорю, стоят девчонки, говорю, давайте придумайте ему сами какое-нибудь имя. И одна из них говорит, давайте назовем его Панда. И все такие, да, Панда, похож. Я говорю, ну, Панда, так Панда, подходит, хорошо. И вот оформили его как Панда. После этого ему сделали операции на лапы, 2 операции на каждую лапу, собрали ему эти лапы по частям, и пошла долгое восстановление. Я очередной раз хочу сказать спасибо приюту Гильбоа, которые взяли собаку, которые вылечили собаку и взяли на восстановление, потому что это очень сложно ухаживать за собакой, у которой противоположные лапы сломаны. И это большой пес, надо было знать, как с ним обращаться, поэтому без их помощи ничего бы не произошло, это точно. Поэтому собаке сделали операцию, и она стала восстанавливаться, и стали искать ей дом. И самое невероятное в этой истории, это то, что собака Панда улетел в Канаду, и там нашли ему дом. Это просто невозможно в это поверить. Там ему еще сделали очередную операцию, восстанавливался он уже в Канаде, и сейчас у него есть дом, хозяева, он отъелся, он такой стал толстенький, видно, все у него неплохо, поэтому я очень рад за него, и я никогда не забуду эту историю. Это невероятная история, которая случилась под Новый год. Это на самом деле Панда — новогоднее чудо. И я очень рад, что все произошло именно так, как оно произошло. И они прислали фотографию Панду, сидящую около камина. Такой он уже такой толстенький пес, то был худой, одни ноги торчали, кости торчали одни. А сейчас он около камина, у них есть еще есть собака, похожая на лабрадора, какая-то помесь. И все это фантастика просто. Это на самом деле чудо. И хорошо, что так произошло. И хоть бы так происходило почаще.
у всех бездомных собак. Было бы классно. Вот так закончилась эта история через год. Панда новогоднее чудо. Я никогда не забуду его. Я никогда не забуду, когда он сидел уже у меня в машине после того, как я его принес в тряпке, и он лежал у меня посередине между сиденьями. Никогда не забуду его глаза. Никогда не забуду его глаза. Ну, в общем, все.